Книга 15. Тао. Путь вознесения. Создание полного вознесения. В данное время истории, Земля играет более активную роль в человеческом вознесении, чем когда-либо прежде. Она обнаружила, что человечество обеспечивает превосходные примеры и аналоги ее собственных проблематичных энергетических отношений с Сириусом А и Б, наряду со многими другими творениями, в других измерениях в пределах вашего космоса. Человеческие воятели карты испытали на себе всевозможные стереотипы манипуляции, которыми так пропитаны потерянные души в вашем творении. При этом было раскрыто, и осознанно достаточно, чтобы непрерывное восхождение Земли стало более уверенным и гарантированным, чем когда-либо прежде. Сейчас Земля продвигается к воплощению золотых и серебряных тонов Великого Центрального Солнца. Тональности золота и серебра несут в себе все одинарные, двойные, тройные и квадратические тоны языка света, объединенные и спряженные в одну серебряную и одну золотую вибрацию. Серебро и золото также являются тонами фотонной энергии и пронизывают ауру Великого Центрального Солнца, а также во все возрастающем количестве преобладают в проходимых Землей очередных звездных воротах. Чтобы пройти через эпохальный пояс энергии, известный как фотонный пояс, окружающий наружную оболочку Великого Центрального Солнца, Земля должна соответствовать золотым и серебряным тонам. Фотонный пояс – это своего рода зеркало, отклоняющее все, что не резонирует с мыслеформой Великого Центрального Солнца. Многие планеты и звезды вспыхивают и превращаются в сверхновые при попытке войти, без адекватной подготовки. В течение долгого времени, Земле не удавалось постичь свою дорогу ко входу в Великое Центральное Солнце. С недавнего времени, и благодаря человеческой эволюции, тропа была осознана более ясным образом. Данный путь включает в себя постепенно развертывающееся, достаточно высокое выравнивание с мыслеформой и вибрации Великого Центрального Солнца во всех царствах на Земле, и в достаточной степени, чтобы мы не воспламенились, а прошли вперед к новой золотой эре. Каждый вид на Земле также должен вносить собственный вклад, чтобы приводить себя в соответствие этим тонам творения, и тем самым обеспечивать успешное вхождение Земли наряду с собой и своими связями. У людей существует способность понимания, интерпретации вербальной мыслеформы. Земля же, с тех пор как вышла из Великого Центрального Солнца в качестве 12-мерного тела около 24 миллионов лет назад, существовала в невербальном состоянии. Невербальная мыслеформа может быть приравнена музыке без слов, или симфониям без мыслей. Музыка Земли, выходящая из Великого Центрального Солнца, была великолепной. Увы, со временем ее музыка наполнялась все более угрюмыми тонами, вызывавшими падение за падением. Итак, пока не пришло время, когда у точки входа, Земля возвращается как тримерное тело, имея лишь 1/8 часть от своей первоначальной величины и великолепия. Уничижительный опыт, нечего и говорить. В консенсус, который известен как Земля, люди вносят вербальную мыслеформу. Вербальная мыслеформа прибавляет к звуковой симфонии слова и определения, наряду с пониманием и сознанием. Благодаря человеческим вознесениям, удалось составить вербальное понимание и истолкование истории Земли. Для руководства Великого Центрального Солнца, изложение истории необходимо именно вербальным образом, чтобы получить понимание земного пути, а также помочь желанию Земли возвратиться домой и снова войти в золотой свет. Великое Центральное Солнце рассмотрело все записи вознесения Земли, какими они были преподнесены. По оценке Великого Центрального Солнца, Земля не несет ответственности более чем за половину существующей кармы, которую в свое время на нее просто сбросили. Сейчас,
Земля приступила к реализации огромного проекта по возвращению кармы из всевозможных измерений и других творений, которые спрессовывали в нее свой негатив. При этом сойдет на нет и непомерно большая карма, которая будет очищена благодаря мировому вознесению, с целью произвести вход в фотонный пояс. По оценкам, проведенным Великим Центральным Солнцем, вновь существует радикальная возможность движения домой, и это заставляет сердце Земли петь. Вхождение в Великое Центральное Солнце было бы возможным и без человеческого участия в вознесении Земли. Люди же подали свой голос и выразили понимание к этим реалиям, а также подробно исследовали стереотипы Земли, когда подвергли анализу свои внутренние стереотипы. Посредством человеческого анализа и осознания отношений, как они есть, появилась возможность выстраивать новые границы, которые вновь обеспечивают непрерывное вознесение Земли и дорогу домой в Солнце. Благодаря этому, восходящие люди внесли значительный вклад в эту возможность и должны почитаться как таковые. Аналогично Земле, обучающейся в своем вознесении держать новые границы, восходящие люди должны учиться удерживать свои границы с другими людьми, которые пребывают в бессознательном желании захватить информацию, знания, энергетическую решетку, родословные и голографическую природу. Почему в своем бессознательном люди являются настолько разрушительными по отношению друг к другу, энергетически и информационно кромсая друг друга на части? Такого рода членение – это результат инверсии закона, в котором, вместо эволюции или вознесения, фундаментом творения становится разрушение и уничтожение. Надвигающиеся времена очищения собираются инвертировать разрушительный цикл назад на невосходящие людские массы. Однако, когда это произойдет, есть надежда, что и восходящие дети, и взрослые выдержат, и проживут достаточно долго, чтобы войти в фотонный пояс и золотую энергию Великого Центрального Солнца. Поэтому, Земля хочет, чтобы между восходящими и невосходящими людьми водились границы, которые прочны и устойчивы, и тем, кто их незванно пересекает, наносит серьезные ответные меры или наказания. Возможно, это излишне строго и жестко, но это было единственным средством, которое предвидела Земля, чтобы великодушные родословные, скрытые в мировом масштабе в скромных простых людях, смогли пережить времена очищения и стать очевидцами вхождения в Великое Центральное Солнце.